Делаем лапку из фетра. Берем лапку и отмечаем, на каком расстоянии у нас будут, какой длины у нас будут пальцы. Отметили. И теперь нам нужно взять ткань обмотки. И, натягивая ткань, обмотать пальцы. Потому что на лапах пингвина выпуклые пальцы, и нам нужно сделать им выпуклую форму. А поскольку проволока довольно-таки тонкая, мы придаем ей массы. Намотали до разметки и также, натягивая ткань, возвращаемся обратно. Таким образом, нам надо обмотать все 3 пальца. Обмотали, уводим ткань немного выше и отрезаем лишнее. Зафиксировать нам нужно только кончик ткани, чтобы она не разматывалась. Фиксируем здесь. Прошивать все швы, как мы прошивали их, когда делали каркас, не нужно, потому что лапка будет зашиваться фетром. И швы в любом случае не будут расходиться, как они могут разойтись внутри пингвина. Мы получили вот такую вот лапку. Теперь нам нужно определить, на каком расстоянии треугольника у нас будут находиться пальцы. Вы можете сделать их как узкими, так и более широкими. Я сделаю среднее расстояние пальцев. Я определила, на каком расстоянии будут находиться пальцы. Теперь мне нужно вырезать деталь. Деталь вырезается таким образом. Мы прикладываем один палец к краю, другой свободный. Прорисовываем вот здесь вот полукруг. Прорисовываем между ними полукруг
и обводим по внутренней части вторую сторону. Получаем вот такой треугольник с полукругом и вырезаем его. Вот такая деталь должна получиться. И вырезаем вторую такую деталь для второго пальца. Всего на 2 лапки нужно вырезать 4 такие детали. Вот у нас 2 таких детали. И теперь нам нужно вшить эти детали в лапку. Для этого берем нитку с иголкой, проходим вместе угла 2 пальцев лапки, зацепливая насквозь фетр, пришиваем его тканевое основание одного из пальцев. Зацепливаем прямо у края на расстоянии 1-2 мм от края. При этом фетр должен находиться в середине пальца, не накладываться на него с одной или с другой стороны, а находиться посередине. Прошили с одной стороны, фиксируем нитку. Если вы прошиваете серединный палец, то можно сразу начать пришивать и вторую сторону. Располагаем таким образом, чтобы находилась посередине, и прошиваем.
с другой стороны точно так же прошиваем. Вот так будет выглядеть лапка после того, как мы вошьем фетровые перепонки, прошив их по краям, соединив вместе с пальчиками. Теперь нам необходимо вырезать полоски такой ширины, с учетом того, что серединная полоска должна быть шириной в пальчик и плюс пара миллиметров с обеих сторон, а крайняя полоска должна быть шириной в обхват пальчика и плюс несколько миллиметров шириной. Для этого мы возьмем сантиметр и померяем, сколько нам нужно сделать серединную полоску. Серединную полоску нам нужно отрезать размером 3 сантиметра. В зависимости от того, какой тканью и какой толщиной вы будете делать пальчики, у вас будет размер варьироваться. Поэтому промеряйте, сколько сантиметров у вас размер пальчика, толщина пальчика. Я отрезала кусочек 3 сантиметра, и теперь мне нужно
И теперь нам нужно зафиксировать эту деталь на пальчике вот таким вот образом. Отрезаем лишнее. Заходя за границы, ниже, за ножку, вот таким образом, чтобы она заходила чуть-чуть больше, чем сам край, нам нужно ее зафиксировать. Приколем временно булавкой, чтобы она никуда не сползала. Теперь берем нитку с иголкой и прошиваем деталь. Соединяя ее вместе с двух сторон, прошиваем деталь, начиная с самого края, проходя насквозь и рядом опять насквозь. Смещаемся чуть в сторону и опять проходим насквозь. Сразу 3 деталей. Потом смещаемся опять немного в сторону и проходим насквозь теперь только перепонки. С одной стороны мы прокалываем только перепонку, с другой стороны мы прокалываем сразу 3 детали вместе насквозь. Потом опять только перепонку. И опять 3 детали вместе насквозь. Только перепонку. И снова 3 детали вместе насквозь. Прошиваем так лапку до конца. В месте сужения вот здесь вот нам нужно просто подрезать лишний войлок. Поэтому просто подрезаем войлок на уголочек. И прошиваем лапку до конца.
И вот здесь вот в самом узком месте просто прошиваем лапку насквозь. И фиксируем нитку. Прячем нитку, протыкая иголкой на расстоянии иглы рядом с ниткой, выводя нитку с другой стороны и отрезаем. Нитка спрятана, лапка прошита. Для того, чтобы получить вот такой вот край лапки, то конец фетра нужно подвернуть вовнутрь, чтобы он образовал мягкий угол. Для того, чтобы получить вот такой вот край лапки, нужно подвернуть один кончик фетра вовнутрь. Также пришиваем и вторую деталь с другой стороны. Немного больше берем фетра, с этой стороны мы его подогнем. Таким образом и прошьем. И отрезаем лишнее. Теперь нам надо сделать все то же самое, что и с той стороной лапки. Вот на таком расстоянии от конца, вот на таком расстоянии от края лапки размещаем фетр, чтобы в верхней части у нас оставался еще немного фетра. Фиксируем нитку. И прошиваем также и эту сторону лапки, проходя насквозь. Проходя насквозь все 3 слоя фетра, возвращаясь через перепонку обратно, протыкая только перепонку. И опять, проходя насквозь все 3 слоя фетра, возвращаясь только через перепонку. Прошиваем до конца, где-то вот не доходя сантиметра до самого краешка лапки. Мы прошили, и теперь нам нужно подвернуть вовнутрь край фетра
так, чтобы край фетра и край обмотки лапки совпадали, соединить их вместе и обрезать под уголок лишний фетр. Обрезаем под уголок лишний фетр, соединяем их опять вместе и прошиваем насквозь. Захватывая только фетр. Подложка должна спрятаться внутри фетра. Обмотка должна спрятаться внутри фетра. Поэтому, прошивая, захватывайте только фетр. Прошили до конца и закрепили нитку. Вот у нас прошито две части лапки. Нам нужно прошить третью часть лапки, которая находится в середине. Для этого нам нужно отрезать кусочек фетра расстоянием 2 миллиметра, расстоянием лапки и расстоянием пальчика плюс 2 по 2 миллиметра с каждой стороны. Итого у нас получается 1,5 сантиметра. Итого у меня получается 1,5 сантиметра. Отрезаю ткань длиной отрезаю ткань шириной 1,5 сантиметра. Ткань шириной 1,5 сантиметра должна быть длиной как два расстояния этого пальчика. Дальше нам нужно сделать посередине ткани, сложить ее пополам, чтобы в сложенном состоянии она была длиной с пальчик, чтобы в сложенном состоянии она была нужной длины. Мы сложили, нашли середину, и теперь в середине этой ткани необходимо сделать дырку. Просто берем ее и протыкаем. Расширяем отверстие, и теперь через это отверстие протыкаем проволоку нашего пальчика. Вот таким образом у нас должна быть проткнута ткань посередине. И теперь закрываем ей наш пальчик с обоих сторон. И временно фиксируем булавками у основания. Зафиксировали. Теперь нам нужно подрезать уголки с одной стороны и с другой стороны рядом с проволокой. Подрезаем уголки. Один уголок и второй уголок. Мы подрезали уголки, и теперь нам нужно прошить насквозь, соединяя эти ткани таким же способом, как мы прошивали и боковые пальчики.
Начинать прошивать серединный пальчик нужно с основания лапки. Прокалываем и прошиваем основание лапки. Убираем временное соединение с одной стороны. И начинаем прошивать, прокалывая насквозь. С одной стороны мы прокалываем все 3 ткани, с другой стороны только одну. Перепончатую ткань прокалываем. Так же, как мы делали, когда прошивали боковые части лапки. Так же, как мы делали, когда прошивали боковые части лапки. Прошили с одной стороны, переводим иголку на другую сторону и продолжаем прошивать с другой стороны уже в обратном направлении. И у основания фиксируем ткань.
Вот что у нас должно получиться. Все пальчики лапки закрыты фетром. Теперь нам нужно закрыть основание фетром. Для этого нам нужно вырезать полоску размером в обхват лапки и высотой, которой вы будете делать саму открытую лапку. У меня это 7 на 5 сантиметров. Вырезаю деталь 7 на 5 сантиметров. И на этом этапе нам нужно закрыть полностью лапку до стыков. Закрыть полностью стык-стык фетром. Вот таким образом, чтобы лапка здесь соединялась стык в стык. Закрываем ее с задней стороны стык в стык. Прикладываем ткань. И соединяем ее стык в стык. Прикладываем ткань и соединяем ее стык в стык. И прошиваем. Прошивая, захватываем только фетр. Подложку мы не захватываем, захватываем только фетр. Вот таким образом. Прокалываем и затягиваем. Нитка у нас выходит из этой стороны, нитка у нас выходит с одной стороны, а с другой стороны мы ее прокалываем насквозь, захватывая только фетр. И вытягиваем.
И так до конца лапки. Дошили до конца лапки, зафиксировали нитку и отрезали ее. Мы прошили деталь вверх по лапке. Нам нужно зафиксировать ее еще по окружности лапки. Фиксируем деталь по окружности лапки. Собственно, фиксировать ее здесь не очень трудно. Просто прокалывайте основную деталь и насквозь ткань, которую надо зафиксировать. И способом назад и стежком назад иголки проходим по окружности ткани таким же образом, как мы подшивали ткань к каркасу. Таким же образом, как мы фиксировали ткань на каркасе. Проходим по кругу, фиксируя ткань, чтобы она никуда не съезжала и не задиралась. Прошили и фиксируем нитку. Вот такая лапка из войлока у нас в итоге должна получиться. Если вы не хотите, чтобы швы были видны, вы можете проклеить эту Если вы не хотите, чтобы были видны швы, вы можете вместо прошивания лапки склеить детали друг с другом. Но перепонки вам нужно будет все равно вшить вовнутрь. Клей не удержит перепонки, и они будут вываливаться. Поэтому вы вшиваете перепонки, а ткань, которая будет прятать пальчики, и ткань, которая идет на основу, и ткань, которая идет на внешнюю голень лапки, вы можете просто приклеить клеем. Теперь нам останется только обрезать лишнюю проволоку лапки, и она будет готова. Теперь нам осталось только откусить лишнюю проволоку лапки. Откусываем приблизительно где-то, оставляя миллиметров 5 для того, чтобы потом приделать туда коготочки. Оставляем приблизительно 5 миллиметров для коготочков. Все, наша лапка готова. Осталось только вклеить коготочки на проволочки, которые вытарчивают. Теперь вы можете ее спокойно гнуть и придавать ей любую форму. Лапки нужно делать сразу после того, как вы сделали каркас. Делать лапки после того, как вы уже
обшили пингвина мехом, будет неудобно. Поэтому сначала делайте каркас, потом делаете лапки для него, а потом уже помещайте каркас с готовыми лапками вовнутрь меховой обшивки.